Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как я собирал обувницу и вешалку для одежды в стиле лофт. Начнем с полки для обуви. Для полочек мне понадобились бруски 35 на 35 мм и рейка шириной 30 мм. В бруске сразу делаю паз под рейки с помощью фрезера и зачищаю его наждачной бумагой. Края брусков зарезаю под 45 градусов. Также нарезаем рейки. Кстати, пилу взял в аренду на сутки всего за 5 баксов. Так что если у вас нету какого-либо инструмента и он стоит дорого, то всегда можно взять его в аренду. В торцах бруска делаю пазы с помощью пазовой фрезы. Из фанеры вырезаю медальон для соединения брусков. Далее собираю каркас полки. Предварительно все лобильно промазываем клеем ПВА. Больших струбцин для фиксации у меня нет, поэтому я все фиксирую с помощью стяжного ремня. Проверяем диагонали и размеры изделия и даем клею высохнуть. Теперь займемся металлом. Нарезаю пластины для ножки обувницы. Размеры пластин оставлю в описании. Перед сваркой металл необходимо зачистить. Также засверлю отверстие для саморезов, так как потом это будет сделать уже неудобно. Свариваю ножку. Сварку я сварил самостоятельно и делать красивые швы не умею, так что сперва зачистным кругом выравниваю поверхность, а затем лепестковым шлифую. Тумбочку собираю из мебельных щитов. Их я всегда заказываю сразу нарезанные в размер.
Вкручивать ее буду на мебельные шурупы, предварительно засверлив отверстие сверлом под конфермат. Для отверстий под петли использую сверло диаметром 35 мм. Далее займусь крючками для вешалки. Делать я их буду из этих старых гвоздей. Зачищаю гвозди и сглаживаю все острые края. Нарезаю в размер. Теперь нарезаю пластины и засверлю их под саморезы и гвозди. Свариваю уголки для крепления полки и с обратной стороны привариваю гвозди к пластинам. Размечаю в полке места для крепления пластин. Выбираем материал с помощью стамески. Все металлические детали покрываю черной матовой краской, предварительно обезжирив и загрунтовав их. Также покрываю дерево маслом, предварительно зашлифовав все элементы дерева. Рейки фиксирую на гвозди. Чтобы не расколоть рейку, засверливаю отверстие под гвозди. После того, как масло подсохло, покрываю все матовым лаком на водной основе. Ну а теперь приступаем к сборке. Начну с вешалки для одежды. Тут все довольно просто. Прикручиваю пластины с помощью саморезов. Вешалка готова. К тумбочке прибиваю заднюю стенку из фанеры. Прикручиваю петли и ножки.
Так как я решил не делать ручку в двери, то ставлю клик-лак. Соединяя воедино все части обувницы. Надеюсь, мой опыт сборки пригодится и вам. Спасибо за просмотр.